Бишкек, столица Кыргызстана, представляет собой город с интересной историей и культурой. Бишкек был основан в 1825 году как крепость Пишпек для защиты караванных путей от набегов кочевников. Название Бишкек произошло от кыргызского слова, означающего «мешалка для кумыса» – национального напитка. Город был переименован в Фрунзе в честь Михаила Фрунзе, советского военачальника, и оставался под этим именем до 1991 года, когда Кыргызстан получил независимость и городу вернули прежнее название. Бишкек славится своими широкими проспектами, зелеными парками и множеством советских зданий в стиле брутализма. А начнем мы с вами с мечети имени имама Сарахси. Позади меня центральная мечеть имени имам Сарахси, построена при финансовой поддержке Турции. Турецкой стороной на возведение религиозной архитектуры было выделено $25 миллионов. Ее открытие состоялось в 2018 году при участии президентов Кыргызстана и Турции. Мечеть носит имя великого ученого и проповедника имама Сарахси. Имам Сарахси был одним из сильнейших ученых ханафитского мазхаба. Архитектура мечети выдержана в османском стиле. Она имеет 4 минарета по 70 метров каждый. Высота куполов составляет 40 метров. Ее общая площадь 3,5 гектара. В ней одновременно могут молиться 10 тысяч верующих. С прилегающей территорией вместимость достигает 30 тысяч человек. Есть комната для имамов, помещение для совершения намаза женщинами и зал для собраний. Мечеть имени имама Сарахси очень похожа на мечеть султана Сулеймана, расположенной в Стамбуле. Данная мечеть признана одной из крупнейших в Центральной Азии. На сегодняшний день она является одной из самых значимых достопримечательностей столицы. А мы с вами плавно перемещаемся на площадь Победы. На площади расположен монумент Победы. Это скульптура женщины, которая стоит над вечным огнем и ожидает сына или мужа, которые уже не вернутся с Великой Отечественной войны. Монумент Победы, 72-метровый обелиск, венчает пятиконечная звезда. 3 гранитные арки, образующие силуэт юрты, национального жилища киргизов. Площадь была открыта в 1985 году к 40-летию Победы во Второй мировой войне. Проходя мимо ЦУМа и ГУМа, мы направляемся к башне с курантами, которую часто называют местный Биг Бен. Это местный Биг Бен, который был построен в 1984 году вместе с Республикой Армения, которая подарила часовой механизм для этих курантов. Она была построена в честь 60-летия образования Киргизской ССР. Высота башни составляет 70 метров, а часы – одни из самых больших в Центральной Азии. Башня с курантами – это не только популярная достопримечательность, но и один из символов Бишкека. Она была построена по образцу Спасской башни Московского Кремля. В Бишкеке все достопримечательности находятся близко друг к другу. Только что мы прошли, получается, путь от мечети до площади Победы, это буквально там 5 минут. Потом увидели ГУМ-ЦУМ, что достаточно тоже близко. Дальше у нас был местный Биг Бен, который позади меня. Вот еще одна достопримечательность. Это монумент борцам революции, который был построен в 1978 году в ознаменовании 60-летия Киргизской Советской Социалистической Республики. Мы сейчас пойдем дальше, там будет площадь Альто, статуя Манаса, исторический музей и куча скверов и парков. Дальше мы быстро посмотрим на Дубовый парк и парк имени Панфилова. Это не просто зеленые оазисы посреди шумного города. Это места, где можно погрузиться в историю, ощутить дух Бишкека и просто хорошо провести время. Дубовый парк, также известный как парк имени Чуйкова, это старейший парк Бишкека, основанный в 1890 году. Первоначально парк назывался Александровский сад, а в 1932 году
был снова переименован в Дубовый парк, название оставалось до 2010 года. Здесь представлены работы кыргызских и зарубежных скульпторов. А мы плавно переходим в парк имени Панфилова. Это небольшой парк с аттракционами. Посмотрим вид с колеса обозрения и пойдем на главную площадь. Если вы досмотрели видос до этого момента, поставьте лайк, напишите комментарий, как вам, и подпишитесь на канал. Но это еще не все, потому что город Бишкек на самом деле не такой большой, как вам может показаться. А в плане достопримечательностей, которые именно мне захотелось выделить, не знаю, может быть, вы в комментариях напишите, что я упустил или что нужно было еще показать, но я думаю, что я показал основные. Мечеть, Площадь Победы, Цумгум, который вы можете спокойно посетить. Дальше у нас была Площадь Революции, местный Биг Бен, Дубовый парк со скульптурами, главная площадь Альто, исторический музей, который я хочу тоже посетить, сейчас пойти, и колесо обозрения. На мой взгляд, это основной путь по достопримечательностям именно в городе Бишкек. Стоп, точно, чуть не забыл. Исторический музей. Давайте вернемся к нему. Музей предлагает посмотреть археологические находки из эпохи палеолита, бронзового и железного веков. Экспонаты, рассказывающие о кочевой жизни киргизских племен, предметы быта, ремесел и искусства киргизского народа. Уникальная коллекция оружия и доспехов, документы и фотографии, рассказывающие об истории Кыргызстана до наших дней. Самое важное не внутри города, а за его пределами, то есть природа, на которую мы сейчас с вами и поедем. Погнали! Начнем мы с Ала-Арчинского водохранилища, которое расположено в Чуйской долине к северу от Бишкека. Окруженное пышными зелеными склонами и заснеженными вершинами, это рукотворное озеро является раем для любителей природы. Здесь можно не только насладиться видами и пейзажами, но и заняться рыбалкой, водными видами спорта и посмотреть на уникальный природный феномен – затонувший лес. Арендовав машину, я двинулся в сторону озера Иссык-Куль, но по пути меня ждут не менее интересные остановки. Первая – знаменитая башня Бурана, 11-метровый минарет, возвышающийся над руинами древнего города Баласагун. Позади меня не заброшенная водонаполка, а минарет времен Шелкового пути башня Бурана. Согласно средневековым турецким картам, здесь располагался центр мира, а точнее город Баласагун, который, к сожалению, почти полностью вымер во время эпидемии чумы. Также с башней связана легенда о красавице Айша и жадном хане. По легенде, когда через эту местность проходил великий шелковый путь, и жизнь здесь била ключом, у местного хана родилась дочь. Чтобы узнать ее будущее, хан пригласил мудрецов со всего города. Они стали пророчить ей счастливую и долгую жизнь. Но один старец, глубоко вздохнув, сказал: едва достигнув совершеннолетия, дочь хана умрет от укуса черного каракурта. Хан разозлился и приказал построить высокую башню, чтобы ни одно насекомое не могло добраться до ее высоты. Прошло много лет. И в день совершеннолетия дочери хан решил, что предсказание было ложным, и, обрадовавшись, сам поднялся на башню с подносом фруктов, чтобы поздравить ее. Но как только девушка протянула руку к подносу, ее укусил обещанный ядовитый каракурт. В тот час она умерла. Недолго прожил и хан, который не смог смириться с горем. Башня Бурана, овеянная легендами, и по сей день остается символом любви, красоты и самопожертвования. Эта легенда – лишь одна из многих связанных с башней.
Рядом с башней есть каменные фигуры, датируемые VI и X веками нашей эры, являются одними из самых узнаваемых символов Кыргызстана. Считается, что они были установлены в качестве надгробий или памятников воинам. Так, ну что, мы с вами посмотрели башню Бурана, и сейчас будем отправляться на озеро Иссык-Куль. Второе место, которое вы можете посетить по пути, это каньон Конарчек, где вы увидите креатив самой природы с удивительной аурой. Гряда эоловых рельефов тянется по восточной части кыргызского хребта Тянь-Шаня. Уникальной работы ветров и дождей вылеплена в постоянно меняющиеся глиняные скульптуры с узорчатыми образами загадочных героев. Насыщенные склоны и пики цвета охры в затвердевших лабиринтах пробуждают фантастические эмоции с впечатляющим размахом. Локация захватывает всех без ограничений, ни по возрасту, ни по уровню физической подготовки. Озеро Иссык-Куль в переводе означает «горячее озеро», но на деле оно сейчас таковым вообще не является, очень холодно. Но при этом ниже нуля вода здесь никогда не опускается и даже зимой не замерзает. Также Иссык-Куль является одним из самых глубоких и крупных горных озер в мире. С ледников в него впадают чистейшие реки и ручейки, их более 80. И самый неожиданный факт, который я узнал, ни одна из этих рек никуда не уходит. То есть все впадает в бассейн, из-за этого накапливаются минералы и вода становится соленой. К моему большому сожалению, на посещение Иссык-Куля у меня был только один день. А это катастрофически мало для такого места. Вам же я предлагаю на посещение этого места уделить минимум неделю, потому что вы можете посетить петагрифы, исследовать курганы, отправиться в поход в горы Тянь-Шаня, совершить конную прогулку, порыбачить, посетить музеи, отдохнуть в санатории. Иссык-Куль — это место, где каждый найдет себе занятие по душе. Приезжайте и сами убедитесь в его красоте и гостеприимстве. А я в свою очередь возвращаюсь в Бишкек и завтра уже поеду в национальный парк Аля-Алча. Государственный природный парк Аля-Алча основан в 1976 году. Пойдемте посмотрим, что он из себя представляет. Не знаю пока, что лучше. Поинтересуюсь по пути. В горах проходку записывать. Это надо идиотом быть, конечно. Но это я. Представьте, Бишкек, машины, пробки, пыль, раскаленный асфальт. И просто вы едете 1 час и наблюдаете такую красоту. Горная река, пики 4000 плюс метров высотой над уровнем моря. Вообще красота. Здесь получается над уровнем моря 1600 это минимальная высота хребта и 1000 с чем-то максимально.
Такси до национального парка, получается, не обошлась 1700 сом. И въезд еще 700. Ну, кайф. Оно того стоит явно. Ну, собственно, вот такой видок в национальном парке Аляуча с разбитого сердца. Очень красивое место. И завидую тем, кто впервые его увидит. На самом деле, это уже конец видео. Решил его записать в этом месте, потому что сил, если честно, маловато. Пока голова еще плюс-минус соображает, хочу записать, потому что дальше я не хочу видео записывать. К водопаду, к пику, как-то хочется мыслями в горах остаться. Но какие-то моменты на GoPro я запишу, но вот таких больших, где я буду говорить, точно не будет. Один из самых популярных маршрутов в Алауче ведет к водопаду Аксай. Добраться до водопада можно пешком по хорошо обустроенной тропе, которая проходит через живописный лес. После того, как мы подошли к водопаду Аксай, большинство путешественников разворачиваются на этом моменте, потому что дальше уже начинается подъем к стоянке Рацика. Где вы сможете сходить в бар или переночевать и продолжить свой путь уже на следующий день. Собственно, на этом месте хочется закончить видео по Киргизию, а точнее по Бишкек, потому что у меня видос называется «Посмотрите на Бишкек», и я хотел показать именно достопримечательности Бишкека и то, что находится рядом с ним, что можно посмотреть, если вы туда полетели. Бишкек сам по себе занимает 1-2 дня просмотра. То есть там больше делать особо нечего. Ну, это честно. Но зато в окрестностях природа, это просто здесь, я не знаю, сколько сил и времени нужно, чтобы успеть все посмотреть. Я вам показываю те места, которые можно посетить от Бишкека именно. То есть это национальный парк, который находится в 40 минутах. Также Иссык-Куль. Это, да, далеко относительно, но от Бишкека ходят автобусы, от Бишкека такси ходят, от Бишкека можно арендовать машину. А лучше, кстати, арендовывайте машину, потому что это дешевле выйдет. Я вам даже ссылку внизу оставлю, там очень приятные люди, которые даже мне там скидку в 500 сом сделали. Очень приятно было. Мне очень понравилось в Киргизии, и мне понравились люди здесь. Они достаточно доброжелательные, спокойные, такие с чувством юмора, достаточно хорошо относятся к туристам. Даже несмотря на тот случай, что когда я полетел в аэропорт, и там, знаете, открываются двери, куча стоит таксистов. Сначала один подходит, говорит, поехали, поехали. Я говорю, нет. Другой подъезжает, говорит, поехали, поехали. Третий. Я говорю, нет, нет, нет. Он такой, Яндекс, такси, давай, давай, go, 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 поехали. Я говорю, нет, нет, нет. А он видит, у меня в телефоне уже открыт Яндекс, и что я сейчас заказываю. И он такой, боишься меня, да? Боишься? Я вот думаю в моменте, что ты это спрашиваешь? Ну вот что ты от меня ждешь? Какой ответ? Да и что? Нет и что? Какой бы ответ я не дал, тут смысла нет, я все равно с тобой не поеду уже. В этот же день, когда я, получается, полетел, я не знал, что в Киргизии не работает MasterCard, здесь только виза. И из-за этого у меня вышла ситуация, где я в магазине набрал себе водичку, там перекусить, и у меня не пробивается. А там всего на 250 сом где-то вышло. Я такой, все хорошо, не надо, давайте отмену сделаем, просто скажите, где там банк, я пойду поменяю. И мне кассирша говорит, я за вас оплачу. Я такой, так можно? Она такая, не переживайте, я за вас оплачу, потом вернете. Я спрашиваю, а как вернуть? Она оставляет мне свой номер телефона. А мне уже становится неловко от этой ситуации. Я пошел быстрее искать банк. Пошел поменял 100 баксов, получил эти 8000 сомов. Прибежал, отдал ей эти 250 сом, еще сверху 50, как за доброту накинул.
И, знаете, это очень мило было. У нас бы, мне кажется, могли нахер бы поставить в такой момент. Если, Ахне, ты смотришь, спасибо тебе большое, очень тебе благодарен за то, что ты помогал в той ситуации. Также была ситуация, где меня остановили на дороге гаишники за превышение скорости. Если что, имейте в виду, что превышать скорость в Киргизии можно максимум на 10 км в час, не 20, как в России, максимум на 10. И то лучше этого не делать. Меня остановит гаишник, спрашивает там, куда еду. Ему в любом случае нужно мне выписывать штраф, но получилось договориться на очень маленькую сумму со скидкой в 30%. Также вышла приятная ситуация с машиной. Я вначале арендовал внедорожник для того, чтобы поехать по пересеченной местности. Потом я обсудил с человеком, который дает машины в аренду, места, куда я хочу съездить. И он сказал, что, слушай, там все заасфальтировано. Вон, возьми машину получше, поновее, покомфортнее. Всего 1000 сом сверху надо накинуть. Я такой, приятно, спасибо. Он мне дал Kia K5, и я с таким удовольствием доехал до озера Иссык-Куль. Потом поехал сдавать машину, и у меня превышение пробега на 100 с чем-то километров. И он просто говорит, 500 сом оставь, все нормально. За это им тоже большое спасибо. Если захотите арендовывать машины в Киргизии, в Бишкеке, я ссылку на них оставлю. Это не реклама, просто по доброте душевной, так как они, во-первых, проверенные люди, во-вторых, очень добросовестные, приятные. Мы с ними поговорили, обсудили, что, где, как вообще. И было приятно. В целом о Бишкеке положительные эмоции и впечатления. Да, в самом городе не так много чего есть посмотреть. С учетом того, что я спрашивал местных, что глянуть, они говорят, ничего, это советский город, здесь ничего толком нет, за исключением там площадей, статуй. И я с ними отчасти согласен. День-два в Бишкеке провести можно, но потом езжайте быстрее на природу. Просто все смотрите здесь. Здесь очень красиво. Скажите, что добавлять в видосы. Надеюсь, у меня скоро получится поехать в другие страны, в другие города, записать еще видео для вас. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и путешествуйте. Это приятно. Пока. Пошла в жопу. Я волна. Новая волна. Китай. Ноги замерзли, блядь, какой дубль, ёпта. Шмек мампейншап. Озеро Иссык-Куль, блядь. Можно запомнить, почему Кунь я говорю. Шмек мампейншап. Женщины не портят мне карту. Просто телефон, мошенник. Карманник. Бля, подтвердите еще, суки. Ветер дует, меня сносит. Я не знаю, там слышно или нет, но, блядь, там ремонтные работы идут. Ну, вы, блядь, начали-то, блядь. Да, сука, как это? Вот так вот. Если вы досмотрели, сука, бля, зачем ты пилик? Бля, куча китайцев сейчас набежит. Охуенно. Если вы досмотрели видео до этого момента, знаете, меня съели китайцы. Еще фотографом поработать, памятнику, получается, памятник Мансун. Холодненькая, хорошая там. Камеру и возвращаться за ней. Это полный идиотизм, конечно. Можно оператора нанять, пожалуйста? Дайте бюджет. Ну, устал. Ставите на фонке. Блядь, на фон. И видео, и фотку хотят сделать. Вот. Типа того. Это стоящая зень. Это. Что за это? Ёпта! Ноги затекли, пиздец. Шумы, он почти полностью вымел.
И мои глаза сейчас вымоют тоже. Хайо. Ура. Я закончил видео про Бишкек. Кайф. Надеюсь, хоть какая-то информация вам была полезна из этого видео. И интересно было смотреть, что важнее. Поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии, чего не хватило, что добавить в следующих видео. Подпишитесь на канал и путешествуйте, как только появляется возможность. Поверьте, это прям вау. Спасибо еще раз за просмотр. Пока.